Выращивать детей совсем не сложно. Нет, звучало, как будто я их на продаж. Я не продаю детей. А то, что мы живем в заброшке с призраками, так это не переживай, все хорошо. Мы просто в бегах. Наверное, стоит сменить хотя бы прическу. Дело в том, что отец Оливии, нашей главной героини на весь сезон, был застрелен отчаянной мафией, загнанной им же в угол. Тогда беременная Маша Зеленая сбежала в глушь и родила здесь, собственно, Оливию, которая больше не младенец. А значит, пора как-то становиться на ноги, развиваться и выбираться отсюда. И я уже говорил, что мешать нам будут призраки. И знаешь, у тоддлеров развивать нечего. Просто банально нет никаких навыков, нет карьеры. Хотя я не удивлен, что этот карапуз может нам предложить. Поэтому пока оставим его здесь на полу. Ничего не может случиться, ведь природа, особенно такая отдаленная, самое безопасное, что есть на свете. Давай пока немножко подразовьем Машу, потому что я хотел бы выбраться отсюда подработками, не идя на официальную работу. Нафиг надо где-то светиться. Делаю для себя фотографию с навыками, потому что при подработке это определяющий момент. Как видишь, здесь все строится на том, какой у тебя навык есть. Если ты не подходишь, ты можешь взяться за работу, но не выполнишь ее нормально. И, к сожалению, мы никуда не подходим. Разве что еду передать, но это за $18. Окей, окей. Нам нужно это начало, нам нужны хорошие отзывы, потому что сейчас, как видишь, рейтинг отсутствует, а значит, заказов очень мало. Что там Оливия? Волки еще не утащили. Отлично, так и нужно. Она, интересно, будет там лежать, когда мать идет на подработку передавать еду? Потому что, если да, у нас прекрасная мать. А, нет, нам предлагают нанять няню или отправить в детский сад. Конечно, детский сад, обязательно. Так, и время, как видишь, быстрее перемотается. Да и в детском саду займутся потребностями твоего малыша. Такс, почему они ухудшаются? И в смысле неудача? Она даже не смогла еду пронести. Разлила кетчуп и прочие штуки. Что ж, это будет интересный старт. Я хотел заработать на наш следующий дом сегодня разными подработками и прочими штуками. Про подработки вам рассказать, как, например, существует 4 исхода похода на подработку. Это неудача, просто неудача, не критический провал, не то, что она пыталась донести еду, а в итоге сгорели все, кто эту еду заказывал. Но денег у нас, конечно, не прибавилось. Ровно как и отзывов, кстати. А это был наш единственный шанс приподнять отзывы, потому что так мы можем получать более оплачиваемые подработки, точнее варианты. И на самом деле все. Только больше вариантов мы получаем с большим количеством звезд. Да, эти варианты стоят дороже, но сами по себе звезды на стоимость одного и того же задания никак не влияют. Одна звездочка у нас есть, заказы обновляются раз в день. Нам придется подкачать навыки, чтобы претендовать на другие подработки. А эту, как пишет игра, уже кто-то выбрал. Ах уж этот кто-то разлил весь кетчуп. Какой косорукий. Но это кто-то. Черт возьми, в этом доме и в таком настроении мы будем бесконечно прокачивать даже первый уровень обаяния. Есть один прикольный секрет для этого. Одно слово. Общественные мероприятия. Честно говоря, я не знаю, все или только определенные, но общественные мероприятия бустят харизму, как ничто другое в этой игре, если пройти ее на золото. Кажется, вечеринка соков это самое простое. Косяк в том, что нам нужно купить бочонок с соком, а у нас не то чтобы куча денег, да и с подработками как-то не заладилось. Окей, мы купили бочонок алкоголя, это вложение. Ребенок что-то ревет на полу в кухне. Ей нормально. Главное, чтобы они домой не зашли и просто куча подружек забрались за бокальчиком. Что это там ревет у тебя дома? Это полы скрипят, не обращайте внимания. Положи ребенка, это не приоритет сейчас. Это мадам с лошади вообще не слазит. А, это не мадам. Это вообще не мадам. Это незваный гость. Но какой? Крипово немного. Он просто приехал сюда и смотрит. Мать года вынесла ребенка на улицу, когда начался дождь. И теперь перед ним мы можем начинать флексить. Эй, Оливия, смотри, как я подружками могу пить алкоголь, стоя на руках. Да что происходит у тебя с цепочкой действий? По ребенку не ходи. Можно чуть больше уважения, пожалуйста? Мать года. Осторожнее. Хотя, ладно, навыка воспитания у них нет. Бочонок опустошен. Время историй. Будем рассказывать всем, какая мы хорошая мать и как это тяжело. На самом деле, есть какое-то мероприятие, честно говоря, даже не помню, в котором золото можно получить буквально за пару действий. Кто сейчас Супер Сима смотрит, пожалуйста, напомните. Там мы это точно делали, получали по щелчку пальцев золотые медали за мероприятие. А сейчас пока так. Блин, ну не топчитесь по ребенку, ты же его разбудила. Не надо было на него наступать. Окей, покормить так покормить. Призраки. Но я не боюсь. Мы же знаем, что все это ерунда, правильно? Марио рассказывал.
Мы не можем, кстати, рассказывать истории. У нас слишком низкий навык обаяния, поэтому золото нам не видать, как и повышение обаяния тоже. Иронично, да? Что нехватка обаяния стала камнем, который мешает нам прокачать обаяние. О, я нашел забавную историю. Сейчас мы всех ей задолбаем, но мне очень нужно это золото. А, черт, вот потанцевать мы уже не успеем. Ну ладно, серебро не даст нам бонусов, но будем считать, что мы подружились с местными, потому что мы сидели здесь, ни с кем толком не общались, только в больницу рожать выезжали. А теперь нам нужно, для того, чтобы выбраться, как-то связи все-таки наладить в этом городишке. Мы еще и деньги получили. Мы отбили вечеринку. Слизь вытираем, это призраки. У нас тут ребенок, кое-что пострашнее. И, в принципе, нужно только спать. Слушай, ухаживать за ним не так уж и сложно. Поэтому поставим где-нибудь кроватку и можно укладывать спать. Самой, кстати, тоже нужно будет, мне кажется, дом в порядок привести, если мы не сможем накопить на новый. Ну, просто для того, чтобы потребности нормально закрывались, потому что... Но это несерьезно. Мы так целыми днями будем смотреть, как она спит, писает и какает. Нам нужно вырываться из этого цикла. Почему ты не можешь уснуть? Ладно, я сам. Как тяжело быть матерью. Спи давай. Сменить подгузник, наверное. А вот теперь, когда она уснула, я такой, вставай. Я пришла за твоим... Погоди, в смысле снег выпадает? Мы еще и зимой это все будем делать. Нехорошо. У нас здесь морозный вечер. Ладно, как-нибудь прорвемся. Наконец-то она спит. Серьезно, постоянно просыпается. Я всегда скипал эти стадии, потому что, ну нафиг надо. Навыков нет. В целом, все, что ты делаешь здесь сейчас, никак не влияет на будущее персонажа. Даже нельзя сказать, что она пристрастится к вечеринкам и алкоголю, потому что видела, как вот с подругами пьет мать постоянно. Но сейчас решил этого не делать. Очень зря. Очень-очень зря. И вообще это выглядит неправильно. Хорошо, что нам показывают, что она спит. Они, знаете, доброе утро, 7:30. Не выспавшаяся мать. Не реви, не реви. Это прекрасный день. Скоро она повзрослеет. Да, едой надо бы заняться. Как и подработкой, собственно. Потому что это, как я рассчитывал, наш способ заработать деньги. И да, как я всегда говорил, первая серия любого сезона, она больше ознакомительная. Поэтому извиняйте, пожалуйста, большое количество разговоров. Это судьба всех первых серий в сезоне. Дальше будет по-другому. Давай познакомлю тебя с правилами этого поколения. Это уже 9-е, предпоследнее. Вы бы знали, как пришлось изощряться для того, чтобы придумать, как подать одно и то же детство. Тут не так много наполнения для детства в игре. Как это же детство подать 9-й раз, чтобы было интересно. Надеюсь, получилось. Мы в глуши. С призраками. В бегах. Так вот, Оливия должна будет выполнить вот эту жизненную цель. Компьютерный гений. Освоить смешивание напитков, программирование и видеоигры. И карьеру технического специалиста нужно пройти до конца. В целом, в отличие от предыдущего поколения, у этого почти нет дополнительных задач. Здесь нам разве что нужно будет иметь 5 друзей и 5 врагов. И соглашаться на любые приглашения. Потусить, выйти погулять, вечериночки, вот это вот все. Учитывая, что с характером Оливии мы знакомимся в следующих видосах, когда она будет расти. В целом это все. И знаешь, готовить она будет под прекрасный запах завонявшегося младенца. Я не очень хочу ее будить. Она только уснула. И я такой, нафиг, давай, нам есть чем заняться. Какашки потом вычистим. Что-то по кулинарии есть. И в целом даже нормально. Кайф. С 8 часов можно на подработку идти. Не надо реветь. Это счастливая жизнь, правда. Да, подбрасывая младенца в воздух, мы моем его. Окей, мелкое в порядке. Можно бежать, подрабатывать. И сегодня у нас получше предложение. Мы в целом попадаем на несколько, поэтому начнем. Успех. Но не блистательный, а обычный. Для блистательного успеха нам нужно, как правило, либо завершить задание с дедлайном сильно раньше дедлайна, либо, если это задание чувствительное к навыку, мы должны быть гораздо выше по навыку. Это блистательный успех и успех. Есть неудача и критическая неудача. И эти штуки влияют на взаимоотношения с теми, кто у вас заказывает услуги. Кстати, чем лучше у вас отношения с тем, кто дал вам подработку, тем меньше будет штраф в отношениях за неудачу и больше бонус в отношениях за удачу. Как отвлекает этот младенец. Невозможно разговаривать, когда ты орешь. Спасибо. Режим дня сбит просто к черту. Опа, Гидри, здрасте. Я не думаю, что нам так быстро нужна замена молодому человеку, но путь неподалеку. Может пригодиться. Блин, лучше бы на самом деле дом улучшил. Реально. Нам же еще механику нужно поднимать, чтобы здесь все улучшать, потому что ванная вообще нифига ее не моет, кровать не высыпает и так далее.
Черт, я хотел выспаться и скосить весь бурьян, знаешь, начать приводить участок в порядок. Я не могу уничтожить куклу, потому что она пугает Машу. Получается бесконечный цикл. Она не может разбить куклу, потому что напугана. Напугана она, потому что здесь кукла. Кукла здесь, потому что она не может ее разбить. А не может она ее разбить, потому что пугается куклы. Как выйти из этого цикла? Ну, хоть воспитание повысилось. Хотя, может, она не от куклы в ужасе, кстати. Посмотрите на Оливию и этот запах. И эти руки. Подождите, нужно кое-что поправить. И извините, а как перестать бояться в таком случае? То есть я, конечно, понимаю, что, например, в панике покакать это очень весело, но я уже какал всеми способами в том видео. Это больше не так вдохновляет. Окей, знаешь что? Физический труд победит страх. Даже если это страх физического труда. Хотя нет, здесь может не сработать. Но вроде как так мы можем найти очень даже полезные штуки. Кто знает, что было в этом доме потеряно? Сено из бурьяна. Первая бутылка энергетического нектара. Она без выдержки, но давай возьмем шкаф для нектара. Кто знает, может он нам и позже понадобится. В любом случае, сейчас лишним не будет. Здесь, да, рядом с рабочим местом, чтобы работалось лучше. Ну и в этих шкафах выдержка быстрее повышается. Еще быстрее она повышается, если шкафы в подвале, конечно. Но я не буду рыть сейчас подвал. Больше урожая нет, она говорит. О, может сейчас получится. Пожалуйста, 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 давай, просто открывай и с ноги. И, да, есть! Есть! Все, нам больше не будет страшно в нашем доме. Кто приводил свою комнату в общаге в порядок, вы понимаете это ощущение. И да, время подработок. Что, попробуем еще раз донести еду этой мадам. Честное слово, мы исправились. Дайте мне шанс. На этот раз она уверена. В смысле? Эти счета? У нас нет этих денег. Почти 3000. За что? Это, видимо, с прежнего места жительства тоже накопилось. Но черт возьми, это вообще не кстати. Окей. У меня есть идея. $37 это прекрасно, но нам нужно еще несколько тысяч. Мне кажется, нектар мы не сможем так быстро наделать. Да это будет странновато. Давайте поспим и попробуем реалистичное рисование. Мы будем рисовать, но без продажи картин в воздух. Даже наоборот, нам понадобится куча вложений. Хотя, черт, на этих столах, скорее всего, не получится размещать картины. Кажется, вот здесь. Блин, $400. Но это на удачу прям. Уф, и мольберт на последнее. Честное слово, я планировал прибегнуть к этому только в самом крайнем случае. И не предполагал, что он наступит так рано. Черт, я про голосование забыл. Вторичное использование... Ладно, хрень какая-то. Можно было сделать куда более полезные вещи. И давай начнем с маленьких картин. Не хочу вбухивать все в одну, которая получится у нас прям так себе. В смысле не нравится живопись? Что? Там еще и Оливию вот-вот могут забрать. Нет. Но вы знаете, нам приходится. Вот уж действительно выживание. О, может вдохновленно еще подпрокачается. Может быть, у нее будет еще предрасположенность к рисованию. Может быть, она передумает. Пожалуйста. Да, это плохая картина. Ну ничего, мы ее сейчас повесим. И надо понять, как бы сюда позвать всех наших друзей, чтобы они могли бы купить. Около стола должна находиться. Около какого стола? То есть нам нужно еще и стол? Офигенное начало. Лучшая первая серия, по-моему. Нарисовать еще одну картину. У нас просто нет денег. Ладно. Поиграем на гитаре. Я надеюсь, уж это она не ненавидит. Что-то мерзкое. Да в смысле? Нормально я играю. Ты что выделываешься? Это ты что-то мерзкое. Маринуйся. Мы должны немного поднять свой досуг, потому что это выглядит совсем плохо. Зато мы осознанные. Кстати, за каждую ночь в доме с призраками мы получаем 250 баллов. Либо в режиме героя по 500, но мы сейчас без геройства, окей? У нас свои монстры, с которыми надо справляться. И да, новый день, новая подработка. Можно проходить их сколько успеешь. Не обязательно одну или две в день всего. Просто одна или две в день всего. Это то, сколько я успеваю этими абсолютно неподготовленными и не прокачанными персонажами. Хотя до самой подработки еще 1,5 часа. Давай попробуем скосить весь бурьян. В конце концов, вдруг повезет. Вроде бы как можно очень дорогие вещи здесь находить. И я правда надеюсь на подобное наследство от того, кто забросил это жилище. Нет, совсем ничего. В отличие от спонсорки и Бусти, на которых ты найдешь сотни записей стримов и дополнительных видео. Прохождение с выкидом без цензуры. Третий Sims, стройка, все сверхи и ачивки на мастерство. И куча другого вроде закрытого чата, имени в титрах, регулярные личные встречи
встречи, ранний доступ, господи, чего там только нет. Ссылки в описании на Бусти и на спонсорку, это одно и то же. Тут уж как тебе удобнее. А в подработке у нас благодаря 2 звездам уже больше вариантов, и они получше. Кулинария подходит, здесь вообще без требований, обаяние. Вот с него и начнем. Нам очень нужны деньги от этих подработок. Купим стол, через который будем проводить эти самые ярмарки, точнее распродажи, которые, я надеюсь, местные будут приходить. Мы более-менее с ними там подружились, поговорили. Может, что-нибудь с этого и выгорит. 24 часа. Черт. Эй, в смысле проверить младенца? На подработку. Подработка. Ладно, только давай быстро. Успех. Супер. Даже какие-то деньги есть. Следующая подработка. Что тут такого хорошего да подороже? Прекрасно. 13 баксов. Неудача. Черт. И вот срок выполнения. Это же означает, что нам нужно что-то сделать к какому-то дедлайну, да? Давай посмотрим, конечно, но что-то мне не очень нравится эта идея. Да, нужно искать мусор на пляже. Мы не полетим сейчас, Сулани. Не можем себе этого позволить. Извините. Знаешь, давай продадим оборудование для лошадей. Какие-то деньги. Неплохо. Может быть, еще и в саду что-нибудь. Прекрасно. Теперь мы можем провести свою ярмарку. Я надеюсь, небольшую домашнюю распродажу. Местные, пожалуйста, придите. Как начать? Как? Подожди, а если я нажму обслуживать стол, она будет рядом с ним стоять, и я могу начать. Мне не нужен был этот стол все это время. Извините все, кто кричали это в экран последние сколько там минут. Я все понял. Я учусь. Не слишком странно проводить ночью такую распродажу. Повысим на 300%. На удачу. Ребятки даже пришли и смотрят. Неплохо. Гидри, зачем ты здесь? Надо же как-то убедить, нет? Рекламировать продукты. Я ждал, со всеми здороваемся. Рекламируем, рассказываем, что это картина от следующего Пикассо. Может быть, их немного пугает то, что у меня призраки на участке. Окей. И то, что приходится постоянно отбегать к ребенку. Она просто привела ребенка сюда такая. Посмотрите, мне нужно его задержать. Пожалуйста. Умоляю. Окей, затея провалилась. Полностью. Почему-то в 2 часа на странной заброшке с призраками люди не горят желанием покупать картины плохого качества. Кто бы мог подумать. И знаешь что? Меня достал этот ребенок. Я хочу показать кое-что полезное. Но уже завтра. В конце концов, надо спать. Только подожди, что за дичь? Она не может ее кормить. Мне уже игра говорит, покормите, ее сейчас заберут. Я пытаюсь покормить младенца. Грудью, бутылочкой, вообще не важно. Она не может этого делать. Что происходит? Пожалуйста, одумайся. Мы потеряем нашего главного героя. Отнести ее она тоже не может. Что происходит? Что такое? Но ты же можешь ее брать. Почему? Я вообще не понимаю. Прям совсем. Она лежит тут как надо. Возьми. Пожалуйста. Ты же гений. Я не шучу. У нее прям в профиле написано, что она гений. Боже, я так потеряю ее. Нет, подожди, я сохранюсь. И нужно решить, как занести ребенка домой. Она ничего не делает. Просто ничего. Сделай что-нибудь. Так, как взять ее? Я просто хочу взять на руки, наблюдать, убаюкать, положить в колыбель. Пожалуйста. Нет. Что происходит с этой игрой? Тебе мешает этот стол, может? Так, пожалуйста, все, отнести внутрь. Да, ей мешал стол. Что? Серьезно? Да, я знаю, что это не стол, но вы меня тоже поймите. Я растерян. Что происходит? Корми ее скорее. Посмотрите на этого ребенка. Что это? Он отказывается есть. Господи, боже мой, тебя же соберут. И мне некем будет играть. Просто поешь свою еду. Господи, я обожаю детей. И вот вы этого, кстати, не слышите, потому что я игру делаю потише. Но вот сколько я записываю, уже 2 часа. У меня детский плач на большой довольно громкости в голове. Потому что этот младенец никак не замолчит. Это просто невозможно. Дети такие милые. Опять орет. День рождения скоро, наконец-то. Я немножко посплю, и мы можем праздновать день рождения. Счастье материнства. Можно поспать в ванной. Знаешь что? У меня такая идея. Давай просто деревенским мужикам продадим все материалы, из которых построена вот эта вот штука для лошади. Они немало дадут за это дерево. У нас есть 1500. Это какие-то деньги. Будем считать, что мужики все отнесли. И отдельно замечу, что никто не спрашивал, какое право мы вообще имеем продавать это имущество. Это наше. Вы чё? Я всегда тут жила. Я отшельник. Так и было. Это точно мое, пацаны. Вам что, дерева не надо, что ли? И бутылка с нектаром подорожала. Как спокойно. Она просто не орет. Это так прекрасно. Блин, у нас еда вся испортилась. Только я хотел сказать, что все стало намного лучше. Ладно, немножко бурьян покосим. У нас есть деньги на то, чтобы купить улучшалки для ребенка. Я обещал, что покажу
как улучшить. И в микродоме, кстати, можно улучшить буквально за 2-3 игровых часа. Здесь это займет больше времени. Она уже заорала. Музыка для моих ушей. Но все равно достаточно быстро. Хочу показать лучшие способы. Но если вы вдруг шорты не смотрите. Я там вообще гигантское количество коротеньких подсказок оставляю. Так что советую не пропускать. Что там по бурьяну? Конечно. И картофелина. Что-то еще? Нет, урожая больше нет. Ну, поешь эту картофелину. Кстати, а мы можем? Внезапно да. Вот видишь, поработала, поела. Холодная картошка зимняя, которую нашли в бурьяне. Боже мой. Выживаем как можем. Но устраиваем день рождения для Оливии. Прям с телефона. Очевидно, мать. И может быть кто-то даже подарит подарки, которые можно будет продать. К сожалению, сделать зимний торт нам навык не позволяет. Но всегда можно перейти в магазин мерча, ссылка в описании, и взять вот такой значок с зимним тортом. А мы сейчас вообще ничего не можем сделать. Нам нужно оплатить электричество. Мы не можем сделать торт. На оплату электричества у нас нет денег. Окей, а если продать гриль? Уже ближе. Наверное, нам и с соком вот эта вот штука не нужна. Супер. $500. Нужно где-то добыть $500. Я не хочу тупо распродавать весь дом. Мне кажется, это будет странновато. Попробуем добыть деньги рисования. Ребята, заходите. Так, где тут распродажа? Как ее начать? А, нам мешает днюха. Что ж, днюх отменяется. Завтра попразднуем. А сейчас давай рисовать. Приглашать местных. Все это пытаться продать. О, сегодня же Новый год. И темперанция пришла. Да, тут были всплывающие окна о том, что помогите, она уже здесь. Нас это не волнует. Мы рисуем как можно больше картин, чтобы устроить новогоднюю распродажу. Типа, эй, ребята, можете помочь семье картины купить себе домой? Нет, ну не ломай, ну... Ладно, в вопросах починки можем рассчитывать только на себя. Вот и начало прокачки механики, как я и хотел. 8 своих желаний называется. Картину возобновим. Ты опять? Серьезно? И еще одну. Так, подожди, она еще и холодильник сломала, да? Окей. Ничего. Мы прокачаем механику. Мы станем самой рукастой здесь. Не потому, что одиноки, а потому, что приходится переживать вот такое. Кстати, праздник зимы прошел ужасно. Так же себя чувствует и Маша. Ну нет, ну... Как офигенно. Но вообще, правда, не то чтобы плохо. Это даст нам очень логичное обоснование. Мол, алло, она все-таки тут одна живет, приводит все в порядок. В смысле, обоснование для ее навыка механики. И... ребенка надо бы уже взрослеть, потому что у нее нюха сегодня, вот сейчас. На торт мы не можем рассчитывать. 1000 сегодня мы не заработаем, сколько бы ни пытались продать на распродаже это все, потому что... Сколько у нас там цены? В 3 раза выше. А если, кстати... 100%. То есть, получается, мы сверху кладем еще 100% стоимости. Да, начинаем распродажу и, пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь купите. Но это уж не сильно дорого, и рисовать она более-менее умеет. Посмотрите, настоящий художник. Оливия хочет отпраздновать день рождения, устроив потрясающую вечеринку. Оливия, у нас нет денег, в доме нет света. Мы выживаем как можем. Это серия выживальщика. Я устал от этой текущей воды. Ребят, заходите, вы можете покупать картины. Не пугайтесь жутких рук. А, еще и воду могут отключить. Прекрасно. Картины никто не купил. Да, у нас заканчивается распродажа. И что-то никому даже не интересно это все. Поль, а не серия. Чтобы вы понимали, я на сегодня запланировал дом улучшить, 50 тысяч заработать, чтобы дальше переехать, рассказать вам немножко и про Нектар, и про Марио. Про Марио могу сейчас рассказать, не переживайте, коллеги довели дело до конца. Сан-Мишуна стал самым безопасным городом в Sims 4. К сожалению, сам Марио этого уже не увидит, ровно как и Оливию. Но мы можем ей кое-что передать. Вот такая игрушка и Медузин. Это самая редкая из довольно редкой коллекции. Оливия, это тебе с наступающим днем рождения. Будет эдаким кирпичиком в ее заинтересованностью технологиями. Ну и связь с отцом тоже не лишняя. И давай рискнем, попробуем холодильник починить. Он с электричеством. Это смертельно опасно. Весь на Субэри может закончиться сейчас, если Маша Зеленая умрет, потому что ребенка заберут, и он исчезнет. По идее, этот уровень механики не должен нам позволять подобного. Но у нас получилось. Вау. И да. Взрослеем. Вот теперь должно стать полегче, потому что развитый младенец будет... Нет. Немножко осталось. Совсем чуть-чуть. У нас почти получилось. Попытка номер 2 есть. Есть. И наша первая черта характера мне нужно проверить. Ах, да, это мы еще детский выбираем. Извините. Будет независимой. И в смысле несчастный младенец? Она будет более упрямой и непослушной. Теперь.
Все время, вообще все время. Она же была счастлива все детство. Да, последние 2,5 часа я слышал бесконечный плач, но это признак счастья у детей. Я первый раз такое получаю. Теперь давай наконец ее разовьем. Может быть, малышом она будет счастливым. И про младенца нафиг и забудем. Обойти горшок, к сожалению, нельзя. Здесь нам просто в тупую нужно приучать. Пока мать отдыхает, можем заняться еще одним навыком. Воображение. Прекрасно качается этой палаткой. Ребенку всего лишь нужно играть в воображаемые игры. Посмотри, и это несчастливый малыш без микродома и вообще каких-либо бонусов. Еще и настроение поднимает. Ну разве не прелесть? Все, воображение есть. Еще до ночи. Продаем палатку, потому что мы не самая богатая семья. Эти деньги нам еще понадобятся. И следующим балансным предметом будет вот эта горка. Все, что нам нужно, это кататься. Кататься так часто, пока не сотрешь своего младенца до ушей. Окей, может оставим эту задачу до завтра. Нам же нужно купить детские... кровать теперь как минимум. Хотя нет, знаешь, вместо кровати на самом деле куда лучше подойдет. О, чувствую, подключилась экспертность. Вот я все видео страдал. Теперь я знаю, что делать. Нам нужно взять детский столик для еды. Находим Оливию где-то в снегах. Вот она. Садим туда и начинаем бесконтрольно дремать. Это самый лучший и быстрый способ поднять бодрость у ребенка. Быстрее, чем самые дорогие детские кровати. И знаешь, это просто пипец. Наверное, 20% из тех действий, которые я задаю, персонаж действительно выполняет. Например, умыть ребенка. Это лучший способ помыть его. Не получается вот уже несколько игровых часов. Наконец-то. Вот теперь все накопленное она решила выплеснуть. Этих действий причем не было. Там не было нескольких умываний. Игра меня подставляет перед вами. И да, наконец-то Оливия чувствует себя нормально. И наконец-то я более-менее в своей тарелке. Найс. Прокачиваем ребенка. Ой, для голосования у нас есть баллы. Подожди, а у нас же была принята какая-то другая политика. Ладно, гурманы, объединяйтесь, это неплохо. Это я беру. Воду нам отключили, но это не страшно. С этим мы справимся. 3-й уровень передвижения, кстати, еще. Это все горка. И знаешь что? Так как у нас нету телевизора, компьютера и прочих таких штук, да и света, в общем-то, а теперь и воды, постоянно Маша берет книги, читает. Прикольно. У нас прям реально далекая глушь. Мы реально скрываемся в страхе. Хотя на самом деле, как я сказал, все те, кто завалили Марию, уже побеждены. Но все равно, на всякий случай. Паранойя, она такая. Хотя нет, нахрен ты читаешь? Стой. А подрабатывать никто не хочет, нет? Нам как бы деньги бы вообще не помешали. Мы не можем найти. Почему мы не можем найти? У нас же света нет. А как? Подожди, как мне заработать деньги? Я не могу ничего делать, потому что у меня нет света. Я не могу зарабатывать деньги, чтобы оплатить... Тогда у нас только один шанс. Ну и да, извините за покушали-покакали серию. Если вам нравится, можете лайк поставить или просто написать, что вам нравится, чтобы я понимал, обратная связь. Это важно. И что, у нас что-то купили? Эй, мадам. Вы привлекательны, конечно, но зимой лучше так не ходить. Мне нравится, как собрались взрослые и болеют за ребенка, который катается с горки. И, пожалуйста, начните ставить ставки. И мы можем выигрывать. Блин, мы можем делать ставки на детей на горках? Наверное, нет. Sims вряд ли такое позволит. Ну да, насчет того, что серия покушали-покакали, еще раз я предупреждал. Первая серия, ознакомление. Всегда так было, всегда так будет. Ну как всегда. Следующее поколение последнее. Капец, можете себе представить? Оливия, предпоследний герой всего на Соубэре. Вау. Еще что-то купили. Мы начинаем быть более-менее художницей. Смотри, $190, еще что-то взяли. Окей, я хотел через подработки идти, но это тоже неплохой способ. Какие-то деньги у нас появляются. Сейчас, да, распродажа закончится. Если я, кстати, уйду на подработку сейчас, я же смогу заниматься малышом еще, нет? Хотя он сам собой прекрасно занимается. И подожди, теперь мы можем подработкой пользоваться. Но у нас же не было света, и мы не могли. Что случилось? У нас что-то забрали в счет оплаты? Я этого не видел, так что, кажется, нет. В смысле ты любишь разрушение? Нет, не надо. Давай попробуем рискнуть и пойти на подработку, на которой у нас пока недостаточный навык. 5-й уровень! Вот так быстро, вот так сразу. Я вам говорю, это лучший способ. Насчет общения. Какой лучший способ здесь? Пларфи, который прям вот тут и нарисован. Это вот такой мишка. Сначала придется полепетать немножечко. Это для того, чтобы получить 2-й уровень общения. И как только ты его получаешь, начинай тискать медведя как не в себя. Смотри, как оно летит. За каждое объятие. И нет, ребенка нужно отправить в детский сад когда-то на подработке. Теперь вы знаете, он не может внезапно
знаете, приглядывать за хозяйством, вот эти все штуки. Неудача? Ну ладно, $21, все еще $21, правильно? Плюс общение быстренько прокачаем. Готово, хотел сказать я, но вылезла вот такая карточка. Что это? Вы давно здесь живете и знаете, что... Ну да, короче, типа, все бы уже сбежали, но мы такие смелые. Еще бы. Я, мать, такого ребенка пережила. Ну, еще не пережила, ну вы поняли. Да, спасибо, Гидри. Мы не будем спрашивать, что с этой курткой, но нас наградили той самой курткой за то, что мы уже столько живем с призраками. 5-й уровень общения. Мы выбираемся из дыры. 100 лет там тоже сейчас попрет. Здесь нужно всего 3 уровня, а не 5. Черт, эгоистичная Оливия хочет есть. Ну нет, не покакаешь, не поешь. Неправильно звучало как-то. Супер, горшок освоен. И да, смотрите, фитнес качается из-за того, что мы выбрасываем какашки. Можно устроить бодибилдера, который накачался какашками. Это будет когда-то видос в будущем, в ближайшем, я думаю. Но весь этот месяц на Цубери, спасибо за вашу поддержку. Вы сделали так, что действительно 8 выпусков на Цубери выйдут сейчас, в июне. А еще должен сказать, что пипец, как же дом с призраками мешает цепочке действий. Персонажи регулярно в страхе, учитывая то, что это еще ребенок. Короче, очень тяжело. Реально, прям не просто эта серия далась. Хотя, по идее, как я говорил, можно прокачать за несколько игровых часов ребенка. Это не тот случай. Но остался всего один навык, и для него нам понадобятся эти кубики. Хотя мне тут подсказали, что смотреть помогает быстрее прокачивать. Окей, давай попробуем. Допустим, Маша будет рисовать. Это то, что нам нужно? Вполне себе. Нет, ты слишком напряжена. Окей, ты не можешь рисовать. Что ты можешь делать? О, вот теперь в ужасе, теперь может рисовать. Начинаем классическую картину, опять же, чтобы не раскидываться деньгами. Малыш, ты где? Иди сюда. Будем попытаться прокачивать мышление быстрее. Надеюсь, реально сработает. Так ты куда? Ну куда? Ну вот вы этого не видите? Но все время, что я записываю, такое происходит постоянно. Я вырезал то, что они постоянно бегают, постоянно цепочки сбиваются, но это вайб всей этой серии. Если бы это был стрим, это было бы невыносимо. Персонажи просто не делают того, чего я хочу. Видишь, она просто прекратила. Ладно. И вот так 3 часа. Палец трястись, рисуй. Если что, у меня отключена свобода воли. Здесь мы не можем, кажется, наблюдать. А, вот, смотреть. Подожди, хватит истерить. Все, смотри. Прокачивай свое мышление, нет? А, потому что она не рисует. Потому что она перестала. Нам нужно как-то помыться и как-то поесть. Мы не можем это делать обычным способом, потому что у нас нет воды, у нас нет света. Можно, конечно, подключить то, что и не требует подключения к сети, но это деньги. Окей, 150 ради нас. В смысле ты не можешь? Подача воды. Так я же и взял специально ванную для этого. Вот, работает на участке без удобств. Подожди, то есть она работает на участке, где нет воды, но если воду отключили, то она работать не будет. А если в свойствах поставить, что это участок без удобств, теперь работает. Найс. И да, я все-таки перешел к кубикам. Что-то меня это действие смотреть, как бы там ни поддерживали, что это более рабочий способ, не очень вдохновило. Я не совсем разобрался. Может, есть какие-то конкретные действия, на которые надо смотреть, но сейчас мне легче уже просто скинуть этого бедного ребенка сюда. Пусть там с этими кубиками водятся. Матери нужно в порядок привестись. О да, холодная ванная, но тем не менее, еще и вздремнуть можно спокойно. Эй, в смысле коллектор? Что? Нет, ты не можешь быть коллектором. Тебя даже зовут Лягушка Ли. Пожалуйста. Это Friendly Fire, огонь по своим. Нет. Посмотри в глаза этого ребенка. Ты можешь вот так вот забрать плохие поступки. Я могу его только пнуть, но я не очень хочу. Давай поговорим с незнакомцем. Отличный способ избежать ответственности, Маша. Попробуй поговорить с ребенком. Теперь не такой умный, мистер Лягушка. Ребенок сейчас освоит 2-й навык мышления, и с ним, в принципе, можно будет разговаривать. Полностью уже освоил общение, так что, я думаю, какой-то диалог они смогут построить, да. Спряталась в туалете просто. А если лечь поспать? И что это такое с Симсом? Посмотри, это в панели отношений. Что-то очень странное произошло, и игру я сохранить не могу, но это объяснимо. Коллектор изымает имущество. Хотя, я так понимаю, он не может его изъять, потому что, ну, у нас дверь закрыта. Так просто. Видимо, придется распрощаться с частью вещей. Но зато у нас больше не будет долгов. Что ж, мы тяжело это детство прошли. Открываем, вот он жалуется, что не может пройти. Теперь должен смочь. Опа, Гидри, отпугни его, пожалуйста. Было бы неплохо. Мы что, зря здесь только живем с этими призраками? Давайте приведем ребенка в порядок. И нужно доосвоить, наконец, мышление, чтобы можно было сказать, что да, я вырастил идеального малыша в доме с призраками. Только не унитаз! Пощади, как я представляю эту семью после посещения коллектора. Нет! Здесь даже нельзя в кусты ходить. То есть нет, есть кусты, которые нужно купить, чтобы в них ходить. Что ты дудишь? Ночь. Хватит.
Это еще и психологические пытки. Ты коллектор. Просто забери имущество и уходи. Вы что, пьете за отнятый унитаз? Не, ну хоть свет вернули. С другой стороны, нафига мне свет? Подожди, как у меня вообще свет? У меня же жизнь без удобств. Или это свечки? Каждый раз зажигаешь эти свечи наверху. Че вы празднуете? Ты просто отнял унитаз у младенца и одинокой матери. Все, выписано из лягушек. Ты еще что-то хочешь забрать? Нет, 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 нет. На камин не смотри. Нет, он согревал нас этими морозными ночами. Нет. А, черт. Эй, хватит рассматривать вещи. Уйди уже. Все, мы закончили. Хотя, знаешь, забавно, что мы... Вы дальше празднуете, что ли? Офигеть, ребят. Короче, очень забавно, что от коллектора можно просто закрыть дверь, и он будет стоять. И, ну, ничего не сделает. Ты можешь накопить деньги, оплатить счета. Правда, интересно, он тогда заберет вещи все равно, так как был запрограммирован на это? Или... А если у меня нет вещей, которые можно конфисковать в счет оплаты? Это здесь. Эй, ты же закончил. Там уже сообщение было, что все. Офигеть. С этого момента он просто вор. Потому что не должно быть так. А вы говорите, грабители убрали из Sims 4. А это что за мразь тогда такая? Реально, ты больше не лягушка. Это ты куда посмотрел? А он оставит меня в покое или нет? Нам нужен кто-то, кто может убивать персонажей. Вежливо познакомимся и также вежливо его надо послать. Нет, 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 нет. Когда он остановится? Нам еще 2 предмета назад сказали, что он закончил. Это ты просто себе карман набиваешь теперь? Смотри, я забиваю действие, а она ничего не делает. Она просто забила на меня, как на игрока. Такая, ну нафиг. Вот, лучше посажу ребенка. Зачем? Я этого не говорил. Когда симы будут делать то, что ты требуешь от них? У симов с отключенной свободой воли, я просто хочу это напомнить. Вот что она делает. Как это убрать? А этих предметов здесь копится. Они ее пугают только больше. После чего она не может... Да подожди, ты еще и кровать забираешь. Какого хрена вообще происходит? Что это такое? Счета оплатить могу? Оплатить 3000 я еще должен. В смысле? Я вообще не понимаю, что происходит. Нет, 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 туда не смотри. Там бутылка с вином. 855. Этого может хватить, чтобы оплатить счета. Нет, буквально сотни не хватает. Черт, я мог бы продать те вещи, которые он забирает. Я не могу продавать. Я не могу войти в режим строительства. О, нет. Так, что я могу продать? Хоть бы в бурьяне что-то нашлось. Нет, ну нет, ну... Куда это уходит? Куда? Меня просто грабят. По сути, произошло тупое ограбление. А это ты на ковер еще смотришь. Когда ты остановишься, мразь? Сморчок, сено, все продам. Сколько? Супер, супер. Все, перестань, перестань. Так, по сути, мы просто откупились от грабителей, которые налетели на беззащитную женщину, живущую на отшибе. Потому что, ну да, естественно, кто ее защитит? Вот так вот мы остались без кучи вещей. Ох, мне кажется... В следующей серии нужно будет перебираться в какой-нибудь другой город, странствовать. Нам здесь нечего терять. Нас забирают вещи. Давай просто дообучим формам ребенка. Супер. Грабитель ушел. Посмотри, что осталось после налета. О, весна пришла. Новая глава в жизни. Я надеюсь. И смотри, к слову, о домах, которые строят с помощью Move Objects. Мне пришлось поставить именно сюда унитаз, потому что без Move Objects он не вставал. И теперь я не могу им пользоваться. То есть, видишь, просто отменяется действие. Кровать я поставил такую, ну потому что, блин, внезапно обнаружил, что у нас забрали так-то самое нужное. Туалет, кровать и все такое. Что ж, это не работает. Ну, мы продолжаем заботиться о ребенке, осваиваем мышление. И уже в следующей серии узнаем, во-первых, получит ли Оливия счастливого малыша поверх несчастного младенца, а во-вторых, куда же мы едем дальше. Огромное спасибо тем, кто больше всего поддерживает канал. И все же, что будет, если коллектору нечего у тебя брать?